Здравствуйте, дорогие рыболовы! Сегодня мы поговорим о том, что вам вполне может пригодиться при ловле судака в холодное время года. Все мы знаем, что одно из самых популярных и результативных времен – это когда вода уже становится максимально холодная перед самым закрытием, судак сбивается в большие стаи, и его можно поймать, если найти, очень много. Но места, в которых он держится, зачастую очень злые и несут за собой большую потерю расходного материала. Одним из расходников считается флюорокарбоновый поводок. Как все мы знаем, при ловле судака использование флюорокарбона увеличивает количество поклевок, поэтому это тот необходимый расходник, который должен быть. Если ловля судака производится в холодное время года, на улице может быть 0 градусов, может быть небольшой минус. Каждый раз вязать флюорокарбоновый поводок очень дискомфортно, поэтому я вам покажу, каким образом я для себя готовлю флюорокарбоновые поводки. Для этого мне понадобится сам флюорокарбон диаметром 0,37. Когда идет очень большой расход, я их, как правило, делаю небольшие, порядка 50-60 сантиметров. Сначала я делаю петлю. Многие на поводках используют с этой стороны вертлюжок. Я считаю, что это бесполезная трата денег. Вертлюжок, в принципе, в поводке нужен при ловле, пожалуй, только на вертушку. При ловле на все остальные спокойные приманки, если можно так сказать, вертлюжок, кроме удорожания, ничего не несет. Итак, вот мы сделали петлю. С другой стороны мы вяжем застежку. Я предпочитаю не мельчить застежками. Вот в данном случае это номер 2. Маленькая застежка не дает никаких преимуществ, а в мощности теряет. Со второй стороны я привязываю застежку. Узел самый простой, продели 5 раз, прошлись и в петлю вернули. Затянули. В принципе, обычно, когда я использую флюорокарбон толще, чем 0,37, узел может очень плохо затягиваться, поэтому капелька суперклея не помешает. Итак, вот есть такой поводок. Таких поводков на рыбалку я вяжу порядка 20 штук. Потом, где эти поводки хранить? Значит, купив заранее zip-пакеты небольшого размера, вот я обычно их собираю 10-15 штук. Сейчас я их сложу. И потом обычным степлером вот здесь внизу закрепляю в 2 местах для надежности. Таким образом у нас получился такой маленький кошелечек. Потом я беру, можно брать по одному, можно по 2 поводка. Скручиваю и засовываю в этот пакетик. И застегиваю. Таким образом вы получите вот такую микросумочку, микроповодочницу, в которой можно хранить порядка 20-30 поводков. Она совершенно не занимает места и сэкономит ваше время на рыбалке, чтобы в холодное время года не вязать, не искать застежки, а достать сразу поводок, привязать и продолжить рыбачить. Надеюсь, этот совет принесет вам еще больше комфорта, еще больше времени вы потратите на удовольствие. Ну а кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи на рыбалке. Рыбалка с Юрием Петрашем.